Мы живем рядом с маленькими пернатыми соседями. Они украшают и обогащают нашу жизнь незабываемым пением и порой необычной раскраской оперения. Небольших крылатых созданий мы можем видеть в парках, лесах и даже за окном своих квартир круглый год. Многие птицы покидают насиженные места и с наступлением холодов улетают в теплые страны. Но часть их остается зимовать и прекрасно справляется с суровыми морозными зимами наших широт. Какие птицы остаются в родных краях и как они переносят холода? Об этом я расскажу вам сегодня. Давайте еще раз вспомним. Птицы, которые живут на одном месте в течение всей своей жизни, называются оседлыми или зимующими. Эти пернатые не улетают на юг с наступлением холодов. Они способны добывать еду даже в суровых снежных условиях. Зимующие птицы хорошо приспособлены к морозам. В холодную ветреную погоду птахи распушают перышки, чтобы сохранить тепло. Чаще всего птицы страдают не от суровых зимних морозов, а от недостатка питания. В заснеженные зимы пернатым особенно трудно прокормиться. Поэтому птицы селятся вблизи человеческого жилья. Это облегчает им находить корм и выживать. Вы не были на Таити? Гаити. Не были мы ни в какой Гаити. Нас и здесь неплохо кормят. Давайте перечислим самых распространенных пернатых, ведущих оседлый образ жизни. Этих птиц мы часто видим в городских парках, скверах, в лесах, недалеко от загородных домов. Воробьи. Домовые воробьи обитают рядом с жилищем человека, поэтому и получили такое название. Летом воробьи кажутся невзрачными, серо-коричневыми чирикающими птахами. Лишь зимой на фоне белого снега можно разглядеть подлинную красоту птичек. Особенно выделяются самцы с черной манишкой на грудке и маской вокруг глаз. Дрочливые маленькие создания к зиме группируются в стаи. Так птицам легче прокормиться. В отношении еды воробьи непривередливы, могут питаться чем попало и съестными отбросами возле мусорных баков, семенами, семечками, зимующими насекомыми в коре деревьев, сухими плодами, ягодами. А это синицы. Большая синица часто встречается на ветках деревьев в городах и сельской местности. Это самая крупная из всех видов синиц. Красивая нарядная птичка с оливко-желтым оперением и белыми щечками. Головы синицы украшает черная шапочка, а по грудке проходит вертикальная полоска из черных перьев. Интеллигентная птица аккуратно очищает каждое семечко от скорлупы клювом, осторожно оглядываясь по сторонам. После кормежки птичка чистит клюв о ветку и летит за следующим семечком. Найдя еду, синицы оповещают своих сородичей, и вскоре на вкусное место слетается вся синичья стая. Синица-лазаревка – украшение наших лесов. Синица небольших размеров, с голубовато-желтыми перышками
и очаровательная синяя макушка на головке. Темно-синяя подводка глаз ярко выделяется возле клюва и сходится на затылке. Синица-лазаревка – отменная певунья. Ее трели просто завораживают. В наших широтах зимуют и другие виды синиц. Чаще всего можно встретить синиц-московок, синиц-гаечек, хохлатых синиц. Птицы любят лакомиться семенами подсолнуха, тыквы, семенами растений, орехами, несоленым салом. Московка или черная синица обитает в хвойном лесу, а зимой перебирается поближе к людям. Синички в зимнее время сбиваются в стаи для совместного пропитания. Голуби. Ну, этих птиц мы привыкли видеть на улицах наших городов. Из-за строения лап голубь не приспособлен жить на дереве. В выборе питания эта птица очень неприхотлива. Отличительной чертой голубей является привязанность к их месту проживания. Серые вороны. Эти птицы повсеместно распространены в городской и сельской местности. Ближе к зиме они группируются в смешанные стаи для добычи корма и выживания. По земле перемещаются, широко расставляя ноги, а в спешке, почуяв опасность, начинают прыгать. Вороны являются отличными природными санитарами, поедая отбросы и всякую падаль. Галки – многочисленные зимующие птицы. Они живут небольшими группами или внедряются в стаи к другим птицам. В зимнее время в основном кормятся пищевыми отбросами на свалках или из мусорных контейнеров. Ночуют в ветвях крупных деревьев. Галки издавна живут рядом с человеком. Эти птицы очень легко приручаются, и они общительны. Снегири. Пожалуй, это самые яркие и видные печуги. Как красиво они выделяются на фоне снежного покрова. Снегири-самцы имеют ярко-красную грудку, а самочки окрашены более скромно. Зимнее меню снегирей весьма обширно, но самое любимое лакомство этих птиц – семена рябины. Мякоть красных ягод снегирей не интересует. Они выклевывают только семечки. Свиристели – очаровательные зимующие птицы с шелковистым оперением. Их перья окрашены в нежно-бурый цвет с вкраплением красного, желтого, черного и белого оттенков. Летом эти пернатые питаются насекомыми, а с приходом холодов и снегопадов переключаются на ягоды рябины, боярышника, калины, черноплодной рябины, которые висят на кустах в зимнее время. Многие дачники специально оставляют часть ягод на кустах, чтобы подкормить птиц в трудное время. Совы. Эти птицы делают запасы еды в зимнее время у себя в гнездах, а в суровые зимы совы могут перебираться в города и охотиться там на воробьев. Клёст – это северная птица. В поисках пропитания клёст может перелетать на дальние расстояния. Клесты приспособлены к морозам и низким температурам. Стойкость к холоду позволяет этим птицам высиживать яйца даже в суровую зиму. Они очень хорошо утепляют свои гнезда мхом и шерстью животных. Сойки.
осторожные птицы с яркими синими пятнышками на крыльях. Сияющая птица. Так переводится название птахи с древнерусского языка. В теплое время сойки прячутся в густой листве крупных деревьев, где находят много корма. А зимой птицу можно увидеть в черте города, куда они перемещаются из лесной зоны в поисках кормежки. Сойка обладает уникальной способностью подражать голосам других птиц и даже имитировать стук топора. Тук, тук, тук. Дятел. С великим удовольствием и большим мастерством эти красивые птицы расклевывают шишки сосен и елей, добывая из-под чешуек вкусные семена. Причем для обработки этого лакомства дятел делает себе так называемую кузницу. В качестве станка для шишек птица может использовать удобную развилку ветки или же выдолбить в стволе специальное отверстие. Шишка крепко зажимается в станке, и дятел терпеливо выклевывает семечко за семечком. Обычно под кузницей дятла собирается целая куча ободранных шишек. Конечно, дятлы посещают и кормушки, устроенные человеком для зимующих птиц. Могут они и расклевать выставленный за окно пакет с продуктами и даже покопаться в мусоре в поисках пищевых отходов. Что делать? Голод не тетка. Ну вот, теперь мы знаем, какие оседлые или зимующие птицы живут рядом с человеком. Во время зимних холодов следует помогать нашим маленьким пернатым друзьям обустраивать птичьи столовые. Птицы – великие труженики. Давайте не будем забывать о них зимой. Главное условие выживания птиц в суровую погоду – достаточное количество еды. Поможем выжить птахам зимой, и маленькие создания отблагодарят нас веселым щебетанием летом и процветанием наших лесов, садов и парков.